Всем привет! Сегодня хочу по-быстрому пройти сюжет нового региона и нового патча в Вове. Заранее хочу сказать, что такой небольшой дисклеймер. Это моментами будет мемный, кринжовый сюжет, не претендующий на какую-то серьезность и полную достоверность. Короче, начинаем. Проснулись, улыбнулись, пошли в кафешку к хранительнице, там она нам говорит, что можем стартовать новую локацию. Затем приходит Чиса, болтаем, как всегда медленно идем до дырки с телепортом. Намипон решает еще нам сказать что-то на прощание и прыгаем в портал. Попадаем в какое-то темное фиг пойми место. Видим наш полет, прыгай вниз, не бойся, собачий кайф и глаз, который пялится почему-то на нас. Вдруг откуда ни возьмись появляется Кирена, ой, точнее Эмит, будущая, видимо, арт-хонша местная, и уничтожает Ликурга. Видим белый свет, и кажется все, но не, нихуя. И Эмит решила, видимо, пофлиртовать с нами, снять с плеча ГГшки что-то похожее на сперматозоид и полететь уже в роддом, ведь произошло магическое зачатие с новой вайфу ГГшки. Показывается новая локация, та самая, куда и направляемся, лоха что-то там. Видим кадр типичной китайско-японской академии, видимо, где девушка в костюме школьницы шотает челика и едет на занятия на байке. Все как обычно. В этот момент мы уже вылетели из портала и приземляемся на новую планету. Но вместо красивого приземления школьница решает шотнуть по дороге еще и нас, видимо, колесом своего байка, продырявив внутренности и раскидав их по всей трассе. Незнакомка видит по письму приглашению, что мы тоже ученик данной лоховской школы, и правила тут такие, что своих не убиваем, видимо. Представляется как Линей и оставляет нас живых, решает подвести к тому же во время какой-то начинающейся песчаной бури. Видим того самого земляного червя из дюны и охуеваем, и выхуевываем, и едем от него как можно быстрее подальше. В процессе нам дают под управление конченый мотик без турбоускорения, медленно катимся и пытаемся уклоняться от атак червя. Еще дают попробовать игру как в старых игрушках типа Гарри Поттера, где мы должны убежать от тролля, и я постоянно лажал. Мой мозг не успевал так быстро реагировать и перестраиваться. В конечном итоге нам удается наебать червя и запереть его в туннеле, а сами решаем остановиться и посмотреть еще на школку. Доезжаем до Академии, под вайбовую музычку параллельно нам показывают типа красивые локации, где все как бы хочется увидеть что-то типа городского, но по факту мы оказываемся в каком-то ботаническом саду, и, видимо, тут все учатся на ботаников. Прикольные растения. О, персонажик. Авантюрин. Входим в Star Torch Академию. По названию нам кажется, уже начинает нравиться данное заведение. Осматриваем окрестности. Учеников видим, как один из студентов пытается убежать, не заплатив роботу за дрочь. Болтаем с Линей и находим прибор, куда можем присунуть свою баночку для активации карты. Идем в местную больничку, где встречаем прикольную девушку-робота, медсестру, а также будущего играбельного персонажа-секси доктора Люка. Благодарим доктора за то, что он просто посмотрел на нас и сказал, что пойдет, жить будем, и сваливаем оттуда. Оказываемся в местном деканате, где подаем свои документы для зачислений и сами фоткаемся на фотик. Жаль, поз не так много. Выбрали самую норм, чтобы все знали, что у меня есть нож в случае чего. Далее идем за учебниками, а нет, нихуя. Они же нам не нужны. Мы же всего лишь, блядь, в школе. Тут у учеников свои приколы, типа, например, байк. Идем за своим личным байком, наконец-то нам дают доступ к турбоскорости, и управление кажется теперь не таким говном. Но затем появляется Линей, и у нас снова забирают скорость, и медленно катимся по трассе, смотря на квадратные скалы. Супер. Решаем притормозить, видимо, устали, блядь, во время проезда. Затем снова садимся на мотики и гоним дальше. Короче, ну тут надушнили как будто. Все еще едем, любуемся. То забирают скорость, то снова дают. Затем все-таки кат-сцена начинается финальная наших романтических догонялок на мотиках. И вот мы оказываемся возле Ханкай Стар Рейла уже, видимо. Ждем свой поезд и отправляемся вверх на самое высокое здание в этой локации. Какой-то научный центр, видимо. Долетаем до пункта назначения и узнаем, что у нас теперь есть телефон для связи со всеми. Пожалуйста, заберите этот телефон, блядь, нахуй обратно. Как поставить автоответчик и не пользоваться им больше тут никогда. Вступаем на что-то, и нам открывается техномир, двоичный код и голограммы людей. Что-то вспоминаем, видимо, из прошлого. Каких-то тянок, видимо, прошлых вайфу нашего ГГшки, и тут пока мы в смятении, не понимаем, что творится, и как ГГшка подтвердил название Академии Торч, тут появляется позади нас профессор Морни, местный недок Савьер. Только у нее киберсекси прозрачные ножки, думаю, профессору Икс тоже бы такие не помешали. Болтаем с ней о всяком, и в итоге нас запускают в какую-то капсулу, чтобы мы вспомнили весь наш опыт прошедший, как будто мы его уже забыли 100 раз, ведь несколько, сколько, 10 лет прошло. Но вдруг неожиданно в конце появляется опять какое-то воспоминание из прошлого, где мы видим мелкую Морни, а мы уже куда-то отправляемся вдаль, видимо, в путь, путешествие, не знаю.
Почему-то ни мы, ни Морни не решаемся сказать, что вот мы видели тебя, например, а она не говорит, что знала нас в прошлом. Ну ок, видимо, похуй. В этот момент, пока мы заняты делами с Морни, Линей направляется куда-то на серьезном муде в потемках. Находим местного предателя, которого хотим ликвидировать, но по итогу чел успевает снять барьер и свалить. А после снятия барьера активировался босс, которого, видимо, здесь удерживали. Хватаем ту самую баночку с анализами, с помощью которой чел снял барьер. Боссу она, видимо, сильно нужна. Нам снова переключают на ГГшку, там нам доработали, видимо, байк, и мы можем смело гнать дальше к Линей. Успеваем в самое начало боя и помогаем ей справиться с данным киберботом. Далее уже появляемся в деканате, где Линей хотят отчислить за ее какие-то проступки. А что такого она сделала, хуй знает. Мы лишь киллерили челов и еще раз разбудили какого-то робота, ну и отмудохали его. Неблагодарные. Далее проходят какие-то скучные бессмысленные моменты по сюжету, и вот мы уже оказываемся в комнате нашей дорогой любимой Линей. Что-то мы будем делать, подумайте. Ну конечно же, блять, охуевать с твистов курсов. Там мы узнаем историю Линей, и то, что Линей не Линей, и вот на самом деле она выглядела гораздо ебабельная, с короткой и темной стрижкой, но ее все хуесосили за это, за то, что она корешница. Линей увидела девку Нарика, лежавшую бездыханно, и решила отобрать ее личность, став новым человеком с длинными блондинистыми волосами. Все как в жизни. В этот момент какой-то трэш происходит в школе Алфеи, и Трикс решает напасть на школу феечек. Поэтому все начали быстро собираться и ее уебывать. Тут неожиданно за все время повествования нам показывают числа, которые я уже забыл, что она добралась с нами. Уже не вайф, а тут срочно нужно продать Линей, уходи с поля видимости, ищи свою мать, за целый день нихуя не сделала. Тут Гэшка выбегает, делает гача-муча выражение, типа, не беспокойтесь, я сейчас нахуй все порешаю. На всю школу накидывают супер-пупер-дупер магический щит. По итогу, к несчастью, это оказывается не Трикс, а ебучий дюновский червь со своей песчаной бурей приманивается на бутылку с анализами нашей Линей и хочет добиться этого любой ценой. Местная Стелла а-ля Линей решает геройствовать и противостоять этому червю в одиночку. Не пойму, где еще кто-либо, блядь, кроме нее находится, почему на защите школы лишь одна студентка. Но ГГшка вовремя успевает подъехать, и мы уезжаем, выманивая червя за собой с помощью все той же баночки. Далее у нас начинается эпический заезд и не менее эпичная битва на мотике с этим гребаным червем. Делаем добивающий удар, и тут, видимо, что Демогоргон решает красоваться еще в моменте и выпускает что-то из своей вонючки, но мы не даем этого сделать, и эпично едем к нему, запуская Линей в надежде, что он ее проглотит, но, к сожалению, задание проваливается, и червь отвлекается на какой-то свет и убегает. Снова едем за ним, снова бой. Там этого дождяного червя сковали какие-то путы, которые, видимо, и запускал параллельно ГГшка, пока Линей отвлекала червя. Забираемся на тело этого песчаного червя и эпично гоним по нему под музычку. Добиваем его нашей силой дружбы, ну и, конечно, мотиком ебало и взрывчаткой. Линей эпично падает, прощаясь со своей жизнью, но наша новая жена не умрет, и мы подхватываем ее на своих темных крыльях. Ну вот и все. Весь сюжет данного патча и нового региона в принципе. Пока очень филлерно как будто мне было. Я не особо вникся и проникся сюжетом, да, я проходил его рофильно, но как будто бы надо было больше интригующих мувов добавить, не кроме того, что Линей, оказывается, забрала чью-то личность. Эмит показали всего вообще раз в начале. Видимо, Рил полетела рожать, как Чисто вообще непонятно, что тут забыла. Ну, ходит там по школе, могла бы и в битве хотя бы помочь. Мы уже столько дел успели сделать за все это время. И в школе зарегистрироваться и так далее. А она толком даже не могла просто спросить, а у вас не работает такая-то женщина, которая является моей матерью. Еще я ожидал как будто бы больше городского сеттинга. Ну, как бы в прошлом патче была такая, типа, Япония, Сакура, все дела. Но это, конечно, мои ожидания, мои проблемы. Но сам сюжет все равно показался среднячком, по мере прошлых. Я бы поставил 6 из 10 данному патчу, данному сюжету. Регион пока я еще не пощупал, нужно поездить, посмотреть. А пока как-то так. Все, наконец-то сюжет закончился, можно уже и нормально поиграть. Ну, персонажи меня этого патча не очень сильно зацепили. Но больше как-то особо ни Линей, ни Морни. Морни мне внешне понравилось, но как-то по сюжету тоже ее не особо раскрыли. Показали что-то в начале. И чё? Ну, типа, да, мы ее знаем, видимо, из прошлого какого-то. Не зацепил меня, грубо говоря, новый патч. По крайней мере, сюжетом, может быть, локация зацепит. Но вот, если честно, тоже заранее хочу сказать, это мои вкусы, конечно, но я ожидал чего-то типа, как выходила локация с Чисой. Это было типа Япония, Сакура, все дела, город. Тут, по сути, что, лес. Какая-то Алфея, школа среди живности леса. Купол над самой школой. Вот защищаемся мы от каких-то там червей. Пока как-то, ну, вообще не очень, если честно. Естественно, я надеюсь, дальше будет лучше, больше каких-то прикольных локаций, больше городских локаций. Ну, или хотя бы как-то более-менее связано с киберпанком. Для меня это немножко все равно... Ну, вот единственная вот эта вот штука, да, похожа на что-то кибер. Больше от этого я особо ничего не вижу. Ну, получили мы какой-то красивый лес. Ну, по факту в Ринос-Сити, вот так вот я бы вот сейчас стоял, и что? Можно подумать, что я нахожусь в самой Ринос-Сити. Не знаю. Плюс еще мне эта локация
напоминает игру про Соника, вот которая недавно выходила. Как недавно? Наверное, давно. Я уже запутался во времени. Где у тебя там были одни дороги, среди полей. Ну, вот то же самое, по сути. Вот, единственное, что я надеюсь тут... А нет, по-моему, я уже видел, да, заметки, что здесь не работают крылья. Меня это немножко огорчает, потому что, ну... Я не знаю, как можно было... Вы придумали уже крылья, они уже есть во всех у вас регионах, но в новом регионе вы решили отказаться от них в пользу мотоцикла. Ну вот не всем, конечно, мне кажется, хочется гонять на этом сраном мотоцикле. Да, ну, прикольно пару минут покататься, все дела. Но вот, допустим, для меня перемещение на крыльях, оно какое-то более удобное, что ли. Почему я это вообще говорю? У каждого, конечно, свои вкусы, кому-то это все нравится, все супер. Но когда Кураза отдают уже планку, и вы чего-то ожидаете... Ну, конечно, мои ожидания только мои ожидания. Но я ожидал чего-то уже городского, а по факту мы получили, ну, то же самое, что и в Ренастите, как будто бы. Возможно, дальше будет лучше, там уже как бы сливы пошли Эмит, что он там в робота превращается, летает на нем. Но тоже это немножко уже, если честно, попахивает Натланом, где, чтобы передвигаться, тебе нужен был какой-то особый персонаж. Либо превращаться в дебильного животного. Ну, они, конечно, милые, но это было довольно-таки... И тут получается Эмит, которая почему-то может летать, а крылья здесь запрещены в этой локации. И получается, вы можете летать только на Эмит. Мне это немножко показалось странным. Может, это будет работать не так. Смотрим, конечно, как оно будет. Может быть, все-таки большое количество людей тоже напишет там, что верните крылья, пожалуйста, и они кликнутся на это и вернут все-таки крылья, потому что, ну да, как-то поездить на мотике прикольно, но я бы на постоянку этим не занимался. Вот, блядь, вот, например, из-за этого. Да, может быть, я просто не умею управлять. На крыльях как будто это было бы гораздо проще. Так, все, я разобрался, как это делается. Нажимаем вот сюда. Да-да-да, все. Ой. Ну ладно. Берем сцену. Угу. Так. Кого я хочу посадить? Ебать, ну вот это, конечно... Вот это они, конечно, постарались, я хочу сказать. Но в чем-то они, конечно, молодцы. Особенно вот эта вот киношная сцена. Везу Кальчара на мусорку, чтобы, блядь, ему наконец-то дали бафов. Красивый персонаж, жалко, что уже играть им, конечно, ну такое себе удовольствие. Что у нас есть по ивентам? Угу. Какой-то ивент. Ладно. Мой любимый ивент. Просто фотография. Ничего больше делать не надо. Вот прям супер. Да, еще по поводу сюжета, что я хотел сказать. Да, вот будут вот такие вот это... Метания туда-сюда, если честно. Первые впечатления, грубо говоря. Ну как можно же еще было забыть, конечно же, мистер Доктор. Это вообще бесспорно. Ой. А как сюда добраться? Ну ладно. Это, конечно же, вообще бесспорно. Доктор выглядит интересно. Вообще, сначала почему-то подумал, что это брат Линней. Но это вроде бы не брат Линней. Или я что-то не понял. Или она притворяется сестрой. Короче. Доктор прикольный, но, по слухам, он является спектром еще и с нарукавниками. Это, конечно, круто, но... За какой хер мне тогда нужна Зани? Которую я выбивал и выбивал ей пачку. Причем выбивал... Как ее зовут-то? Фиби. Которая мне не особо нравится. Но она слишком полезная для Зани. Потому что без нее вот эти вот фразлы, хуязлы, ну, не собрать нормально. Потому что ГГшка 1, а он как бы во многие пачки хорошо встает тут. Ёп, параситы. Вот я вот про это говорю, я не знаю. Мне не особо как будто прикалывает на этом мопедике ездить. Ну, конечно, привыкнется со временем, но все же, когда у меня уже такой прекрасный комфорт был на этих крыльях, зачем нужно ломать эту систему? Ой, ну вот, ну, ой. Фотопоз. Нет, не будет, ну ладно. Куда эта стрелка вообще показывает? Ага. Какой-то новый враг. Так вот. Доктор прикольный.
Но опять же, он будет спектр, перчатки. Зачем мне второй персонаж такой, если у меня даже нет нормально толком огненного дамагера? То есть, конечно, мне лучше выбить Эмит. Хоть мне она не особо сильно нравится, но вроде как по сливам анимаций ее немножко доработали. Она выглядит не так отстойно, как вот здесь катсцене была. И как она на арке, в принципе, показывается. В игре она выглядит получше. Вот эти вот у нее гличи, блики, что она такая не настоящая, компьютерная. Плюс у нее робот прикольный, поэтому да. Все-таки Эмит я хочу, наверное, больше, первостепенно. А мужика с перчатками хочется, но перехочется. Круток толком нету. Я и то бомжую, круток нету. Пытаюсь выбить сигну вот этой чеконе, чтобы моя любимая картошка больше дамажила. Ну, вроде уже так, немножко привыкается. Ну да. Оп. А он может? Нет, да? Угу, угу. Ну, ясно. Это что такое? Что такое? Ого, новые загадки. Ага, ага. Нихуя не понял, ну ладно. А, не, ну туда хрень, конечно, понятно все. И что это такое? Что мне делать? Угу. А, он может меня закидывать куда-то. А как мне туда попасть? Как мне в руку? Я что, насрали туда? Дайте залезть. Вообще не понял. Может, на мотике? О, да. Ну, как будто это можно было бы показать. Почему я должен до этого додумываться сам? Я не прихожу сюда думать. А куда мне надо-то вообще? Ой, что-то не туда, да? Или туда? Ой-ой-ой, куда мы едем? Так, ага. А как? Верните меня. Так, короче, я не понял. Ага, ага. Мне это в Ханкае, да, мало было. Можно и здесь еще. И, господи, зачем мне это? Как отрубить телефон? У меня нет телефона, все. Так, есть крутка? Нет крутки. Все. А здесь? Супер. Оружие дай. А сколько дней? Два? А сколько у меня там прокручено? Ну, по-моему, немного. Ну да, идите нахуй. А можно всех похилить, пожалуйста? Какое-то задание. Вот сюда давайте. Ать, ать. А я вот смогу проехать по этой штуке? О, супер. Не-не-не, драться мы не будем. Не в моем состоянии. И чё? Угу. Угу. А чё, это так далеко? Ёп, твою мать. Не, долети, пожалуйста. Ура. Когда-нибудь я научусь сжать эти кнопки. Как слезть отсюда? Локейшн открыто. Дальше что? А, фоточку. Нет, это не фоточка. О, фото. Фото, please. И чё?
Вот здесь или там? Как мне это понять? Cycle. О, Keep up. вон фоткается. Нет. Не тебя, что ли? Туда? Спасибо, хоть сказала. А, подожди. Скажешь? Это куда? Ого. Ого. Ну да. Туда? Обратно? Чего? Ого. Так, ну ладно. Уехали. Wave. Красивая локация, я ничего не хочу сказать. Но риносциты дает. Даже, я бы сказал, смесь риносциты и первой локации. Мне не хватает киберпанка здесь. Хоть я не особо люблю киберпанк, но если тематика киберпанка, он должна быть. Плюс вы задали такую высокую планку своей прошлой локации, от которой я просто тащусь. Вот это вот Токио, все дела, Сакура. И потом, как бы, ну, никак. Куда я еду вообще? Ага. Ого. Печально. Так, Т. Блядь. Ебаните нахуй. Ну что это такое? Вот сюда можно залететь. Угу. Так, Т. И чё? Т. Ага. Куда? Опа. Оп. Стоп. A well-deserved reward. Отдайте все награды. Где я? Я опять свалился? Вы чё? На приколе? Да ёперный театр. Ну вот, вот так. Что-то есть еще? Есть. Еще что-то где-то. Все вытряхивайте. Все, что есть. Like it? А, все, да. I got plenty more of that. Так. А обратно как? Или мне не надо обратно? По стеночке, да, можно? Или нельзя? Можно. Ну ладно. Нет. Чего-то у меня все равно пока не складывается с мотоциклом. Что за препятствие? Укуси меня, пчела, блядь. Нет. Ой, бля. Ну ёп. Давай сюда. Ё-моё, подождите. Нет. У меня не хватит, да, энергии? Угу. Я все понял. А может мне она не нужна? Я смогу так пропрыгать? Ну, на мотике как будто бы и вряд ли. Так, а теперь как сюда залезть? Поехали. Ну, вот это вот такое, неплохое. А, подождите. Ё, я засмотрелся, нахуй! Ну, чмошник. Что я хотел сказать? Это что, город тоже? Или нет? Если да, то я жду вот там Японию. Кибер. Чё-то как будто я не доплыву, да? Есть такое предположение? И я сейчас сдохну. Все. Блядь, ёбаный Титаник.
Ну да, пока. Если меня куда-то вообще отлично. Keep up. Пипап. Еще наизнанку это похоже. Еще преградили. Ну. Извините. Можно назад, блядь? Нет. Блядь, не фильм. Фильм убийства. Слезь. Что? Нет. Слезь. Бля. Я сейчас опять сдохну, мне кажется. Верните мне крылья. Окей. Так, здесь я могу сделать фотку. Где фото? Ты фото? Мне показывают вон там фото. Что с вопросами? Что бычим? Ну ладно, давай у тебя спросим. Воскресенье. Тут еще проще, да? Супер. Это куда? Ну, вроде недалеко. Ого. Это что еще такое? А как? А как собирать? Я хочу те собрать. Что мне делать для этого? Подожди. Нет. Используйте Е. Е, А, Д. Ага. Ой-ой-ой. Это просто деньги, да? То есть... Это не гемы, значит нам пофиг. Нет. Нет. Ура. Нет, лезли. Ну-ка. Проход дай. Я могу это в воду скинуть? Чё? Я могу пройти? Я сломал игру. Все. Минус. Минус игра. И что делать? О. Прикол. Нет, я не пойму, я правда застрял на этой хуйне? Или я могу пройти дальше, но я упаду? Вопрос. Вот были бы крылья без Б. Нет, все-таки упаду. О. Как же это странно выглядит. Оно вместе со мной двигается. И назад? Серьезно? Ой, ну все. Вы меня разозлили. Нет, нет, я не это хотел. Блядь. Ёпрст. Как? Это вводит меня в тупик. Эта локация издевается надо мной. Это что такое? Я боюсь, если нажму, мне пизда. Нажимаем. Ну, допустим. Я не умру. Блин, я думал, здесь берег. А я его касаться не могу. Ну, мне кажется, я опять тут не доплыву. Почему? Я хочу на тот берег. Как мне добраться до того берега? Нет, все. Через воду не вариант. Чё хотим? Угу. Фото. Что у нас есть из новенького? Из новенького у нас есть вот это вот чудо. Хотя я и первое не прошел до конца. И здесь ничего у нас нет. Вот это вот что такое? Это экспедиция. Угу. Это что такое, что? Это на прокачку линей? Как жаль, что мне она не нужна.
Апгрейд. Ого. Я сейчас выкручу оружку-то. Блин, надо еще с мобами драться. А тут что? Какие-то рейсинг заезды. Ну тут наград нет. А, или подождите, вот эти штуки, это на прокачку вот этого, я правильно понимаю? Блин, тогда нужны. Ладно. Тут понятно. Это что? Не понял. А, ну это оно и есть же новое, да? Ну-ка идем. Оба, Интерстеллар. Что тут происходит? Выглядит мощно. Резист к хаосу. А что делать, если у меня прокачан только персонаж хаоса? Ну, то есть я имею в виду, самый сильный персонаж у меня на аккаунте, это она. Ну, давайте попробуем вот так. Это, ладно. Вот так вот. Это, мне не это у меня не прокачано, если что. Угу. Какие-то супер ультимейты у врагов появились. Meet your end. Sentinel protect me. Answer me. Power of the Sentinel. Purple now crystals. Give me strength. No. Tornado them parachute. All of you at once. О, я все что ли? Ну не... А что это? Какой уже уровень? Ну понятно. Ладно. С этим можно долго возиться. Потом как-нибудь. А, и больше ничего нету, да? Ну ладно. Ну забавно, прикольно. Я, конечно, еще тени прошел до конца. Голограммы. Но пойдет. Так, есть что-нибудь по круточкам? О, есть. Супер. Оружие. Ага. Ага. Хреновина. Так, это мне точка, которая необходима была? Опа. Ага, супер. Обожаю. Угу. Где я нахуй? Да-да-да, красивая стена. Не, уже, кстати, привыкается к мопеду, но все-таки это не крылья. Крылья пизже намного. Obstruction. Так, Т. А что это было? Угу. Угу. Stress points max. Он типа добрый. Ну да. Что-то подсвечивается. А, ну электричество. Ну ладно. Все. Награду дай. А, это везде надо помочь? Что надо? Ну, как будто что-то сюда прислонить надо. А, ну да. Вот его надо. И чё? Делай что-то.
Делаем подсветочку. Дарья, гудбай. Награду давай. Вот эти козочки, конечно, супер. Мне очень нравится. Какой, конечно, от них смысл? Они просто как газонокосилка тут. О, извиняюсь. Дарья, все, заканчиваем. Очень мало гемов за такую работу. Это враги? Это рыбы? Чё? Песчаные рыбы. Вот и все. Карта открыта полностью. Летающая рыба. Чё, блядь? Каменная летающая рыба? Ну вот, это скат. Что надо с ним сделать? Силу на нем использовать? А какую? Я не вижу, чтобы ты что-то делал. Не-а. Иди работай. Совместите силу, линию, блять, после пробуждения каменных рыб летающих. А как мне их пробудить-то? Там, блядь, по гайду у чела просто появляются точки на карте, ну, точки, куда нужно идти за выполнением задания. Для выполнения задания. У меня он как будто заглючил. Так, для того, чтобы у меня здесь что-то появилось, мне нужно начать квест Last Melody. Но я без понятия, где его брать. Это вообще точно относится к фоткам? Такое ощущение, как будто я просто выполняю задание. Ну, конечно же, нет. Ну, тогда и потом как-нибудь. Отлично. Что там следующее? Ой, я вообще туда еду. Сори. Обратно. Идем сюда. Put her into four. Keep it. Let's converge. Next and seven. Dismantle. A pivotal moment. The cut's not deep. Any truth in enchanting. Heed the echoes. Cadence, hold. It is ready. Witness blossoms in wait. If you insist. Mandate calls. Judgment falls. Ой, как мне нравится вот это. Единственное, что я еще хотел посмотреть, это гоночки. Я так понимаю, они тут есть. Сейчас заберем награды, если они тут остались. Ничего не могу забрать. Так, гонки. Хочу Соника. Что тут добавилось? О, черный цвет. Все, я хочу весь черный. А что тут, то есть, получается, нет гонок? Я почему-то думал, что здесь есть гонки. Ну, не вот так, да. Вот так стилево. А вот это вот что вот показывается? Какие-то испытания. Да, мотобайк рейсер. Ну-ка, сюда. А чё, я один буду ездить? Ну, как-то... ну, такое. Ну, как-то даже, я бы сказал, скучновато. Что вот это такое? Это что, листочки? Я думал, под колеса бросили. Чтоб меня сорвало шины, и я нахуй улетел. Заезд, если честно, максимально скучный. Я не знаю, может это именно первое задание, тут где-то есть еще получше. Но что-то просто ездить вокруг. Чтобы что? Тут нет никакого смысла, стимула, не знаю. Спасибо за награду, конечно, но больше как будто я этим заниматься не особо хочу. В чем прикол-то? А, New supplies. This'll last us a few Ага. more days.
Но это нужно прокачивать модик, чтобы у меня было больше скорости, я так понимаю. Но все равно как-то тупо, если честно. Смысл мне тогда участвовать сейчас, если я могу сначала прокачать модик, а потом везде все закрыть вот эти заезды. Ну и хотя бы хоть какого-нибудь бота поставили, с которого можно троллить, перегонять, я не знаю. Одному вообще скучно вот этим заниматься. Так, ну, наверное, мы все попробовали. Что из нового-то вышло еще? По-моему, да. О, есть круточки. Давайте еще раз попробуем. Угу. Угу. Ни хрена не выпадет. У меня там до леги, по-моему, как раз осталось немного. Ну, кстати, хорошо, это крутка. Не это. Ну, нет. Ну, ясно. Может, и без пистолетика поживем. В общем, что я хотел бы сказать по поводу нового патча. Вышло достаточно много интересного контента, который мы будем закрывать, даже, наверное, больше, чем месяц. Ну, для тех, кто играет каждый день, скорее всего, они закроют это за пару дней. Но для меня лично это, наверное, займет как раз-таки месяц. Нормально, без спешки, пройти все испытания, задания. Для мотоцикла достаточно удобно сделали локацию, но это, конечно, и логично, потому что я не понимаю, как иначе можно было бы тут обходиться без крыльев. Мне очень жаль, конечно, вот большой минус, наверное, то, что они решили здесь отказаться от крыльев, наверное, на время все-таки, пока вот поизучать локацию на мотоцикле. В дальнейшем, наверное, так же, как с первой локации добавят уже и крылья, но как будто бы, раз их уже добавили, в принципе, в игру, хотелось бы, чтобы они уже были здесь изначально, чтобы у игрока все-таки был выбор, летать или ездить на вот этом мотоцикле. В любом случае, там есть задания, где необходимо кататься на мотоцикле, поэтому без внимания мы бы не обошли этот мотоцикл. А так, в принципе, прикольно, особенно вот эта вот киносъемка, где ты катаешься со своей тяночкой. Новые мобы прикольные вышли. Некоторые, если честно, видно, что просто переделанные старые мобы. Локации красивые, как всегда. Музыка хорошая. Ну, в принципе, с музыкой у них уже давным-давно проблем не было. Но по поводу самого сюжета, мне показалось, что это достаточно филлерно и как-то простенько для нового региона, новой локации. Все-таки хотелось как-то больше экшена. Нет, экшен, конечно, был с этим червем из Дюны. Но вот мало показали Эмит. В сюжете вообще она никак не показывалась. Могли хотя бы, не знаю, там в стороне ее где-нибудь показывать, местами, как она следит там за нами, помогает, интересуется. Но нет, этого не было. Плюс у нас по сюжету была тут только основная, это Линей. Видимо, это ее тут арка была, история, где мы узнали о ее прошлом, там, что она забрала чужую личность. Очень мало Морни. Играть я, конечно же, дальше буду. Буду ожидать дальнейших локаций, может быть, какой-то интересной развязки. Пока завязка меня не очень заинтриговала. Сам босс-файт был забавный, прикольный, хоть что-то новенькое, ты дерешься на этом мопеде. Но я ожидал, конечно же, чего-то более городского типа, там школы, Япония, старшие классы, ну что-нибудь такое. Ну, как вот выходила, получается, с Чисой прошлая локация. Вот этот вот Япония, Сакура, все дела. Получили мы тоже, в принципе, что-то неплохое, но очень сильно мне отдаленно напоминает Риносциту, даже не отдаленно. Будем ожидать дальнейших выходов новых патчей, персонажей. Эти два персонажа, ну, не свайбились со мной. Я их пропущу, но мне же и плюсом я покоплю крутки на следующих персонажей. У меня нет огненного персонажа. Буду ждать Эмит. Поэтому как-то так. С вас лайк, подписку, если досмотрели до конца. И до новых видео.